В предыдущей серии Ясна вместе с Новиком перезагружает робота, который может позаботиться о Крауте. Она находит Марит, но той уже ничем не помочь. Потрясенная смертью Марит, Ясна решает доставить ее тело в посадочный аппарат. Она встречает еще одного члена экипажа, Коваля. Он жив, но находится в таком же ступоре, что и Краута. Ясна доставляет его к посадочному аппарату. Она запускает зонд Содружества, который теперь сопровождает ее в пути, и решает дать ему новое имя. Последний член экипажа. В поисках Горского Ясна использует детектор металла, чтобы отыскивать подземные конструкции. Посадочный аппарат возвращается на стрекозу с Арти и найденными членами экипажа. Ясна беседует с Новиком о будущем кибернетики. Она по достоинству оценивает развитие автономных систем, но также подмечает их недостатки и ограничения. Она считает, что роботы – это инструменты в человеческих руках. Ясна не находит Горского на его последнем известном месте пребывания. Чтобы продолжить поиски, она входит в зону ограниченной радиосвязи. Приветствую вас, друзья, в игре The Invincible. Это третья серия. Приключения доктора Ясны продолжаются. Мне нужно идти в сторону лагеря. Кемп направо. Вот туда. Красивейшие виды открываются на этой планете Регис 3. Вы видите, здесь из-за низкой атмосферы, малоплотной атмосферы, видны другие планеты в космосе. Ну и вот оно. Хотел сказать Солнце. Нет, это звезда. Как она называется, не знаю. Шаг за шагом я иду. Продвигаюсь к лагерю. Второй раз уже. В первой серии я шел к лагерю. Сейчас, видимо, меня закинуло в прошлое, и я второй раз иду к лагерю. Так, мне надо было вот туда идти, да? Ну, я сейчас тут быстренько все проверю. Мало ли, вдруг что-нибудь найду. Вообще здесь развилки, и так что вот видите, там направо был ход. Да, вот видите, направо, вот сюда можно было повернуть. Time seems to be slipping through my fingers like sand. So much sand. You're so tired, Ясна. Because I am tired, Остается. Ясна устала. Вполне вероятно, что я могу здесь что-нибудь пропустить. Вот я иду по этой желтой линии. Вот была развилка, видите, вот сюда можно было пройти. Вообще я посмотрел в интернете, у этой игры 11 концовок. Представляете, сколько раз можно ее перепроходить. Вот. Направо. Так, ну-ка. А, это просто камень. Отход камня. Whilst traversing this planet, I'm becoming more and more convinced that what I know is not the same as what exists. What can exist. I must admit it's an interesting thought. Мне налево. Disturbing. Да, мне налево. А, вот, то есть, если бы я вот здесь свернул, видите, направо, я бы вот здесь прошелся. Озеро. Ну, не знаю, может быть, что-нибудь бы я там и нашел по пути, а может быть, бы ничего не нашел. То есть, я вот отсюда бы спрыгнул. Да.
Продолжаю идти в сторону лагеря. Вот снова эти кусты. I found a peculiar inorganic structure. It looks like some spiky metal growths. Artificial plants? Is spontaneous growth possible with this type of structure? I've never seen anything like this. I wish I had time to run some tests. When the situation is stabilized, we will take samples. I promise. Так, здесь, наверное, глубоко. Я не спрыгну. Вот мне надо обходить. Ой, что-то стало в глазах темнеть. Ясно. Смотрите-ка, она сейчас сознание потеряет. That's not it. I feel darkness. Все нормально. Помутнение рассудка было. Она чувствует. Темноту. Опа. Сорвалась. На, продолжайтесь поиски. Вот это было воспоминание. А теперь меня сейчас обратно портанут к тому моменту, как я ищу Горского. Да, и вот зонд оказался, видите, рядом. То есть это было воспоминание. Все, я теперь продолжаю с того момента, где я остановился. Здесь связи с главным кораблем не будет, потому что я вошел в какую-то пещеру. Туннель. Зонд, который я назвал Шмель. Are you there? Over. I guess that's a no. Нет, связи нет. Is everything all right? Yes, yes, all good. They're already in the infirmary on life support. Ну, теперь связь есть. May I ask, what did he do with Merritt? I placed her body in a quiet chamber so that her family can say goodbye. Thank you. Please, don't thank me. It was the least I could do for her. Не знаю, найдем ли мы Горского. Здесь обрыв. Ага, веревка. I confirm, Gorski was here. His rope is still hanging from the slope. That's a good sign. Since he left it, he intends to come back this way. But why hasn't he yet? Guess I know where Gorski was going. Так, мне тоже по тросу. Going down after him. Tell me one more thing. When it comes to Merritt, are you going to use a grave tapper? Yes, I'm considering that as a possibility. And what is your opinion? Should we look into her brain? The more we know, the better chance we have to help others. That report. One sec. Повисло. Oh, I'm at the end of the rope. Isn't that good? Not at all.
What do you mean? Не хватает. I'm stuck. I'm hanging with all my weight on the rope, away from the wall. There's still a fair few meters left to the ground. Can you go back? Ну, лезь обратно. Using just my hands, strapped with all this extra weight? No, not a chance. What if you swing? Раскачаться. Ну и что это мне даст? No good. I can't reach anything. Да наверх надо лезть. Any other ideas? Не знаю, я попробовал наверх лезть. Ну а что, так болтаться, что ли? Прыгнуть? Да ты что, с ума сошел? I can just jump off. Is that safe? Ты какой прыгнуть? Вы ты чё? A substantial fall on unsteady ground. This is hardly a maneuver that I Тут would больше 3 describe as метров. safe. So let's take a moment to analyze the situation. I'm thinking, if Gorski went down this way and didn't break anything. Yeah, we don't know that, Yasna. He could keep going even with injuries. Alright, so do you have another idea? Oh, will I be hanging like this until the end of time itself? There is a certain possibility, or rather uncertain, but maybe it's worth trying. I'm listening. Can you see the probe? Yes. It's flying near me. Good. If I instructed it to fly as close as possible to you, you could grab onto it. You sure it will hold me? That I cannot guarantee. Ну давайте попробуем. Мне кажется, это безопаснее, чем прыгать. Прыгать тут верная смерть. One meter forward. It's still too far. I'll try 1 more meter then. Все, могу хватиться. You could say so. Ну вот это было куда лучше, чем прыгать. I fell from a lower height. It was a soft landing though. Так, а обратно-то я как вернусь? Спуститься-то я спустился. А обратно-то дороги нет. Вы об этом не подумали? В поисках доктора Горского, ребятки, эта серия. Так, направо, налево, куда? Ну, какая тут конструкция. Смотрите, она вверх пошла. Even then, Dr. Gorski was walking alone. Communications blew up shortly before he got here. He didn't take a tent. Damn. Может, вниз надо? This place is amazing. It's all made up of these structures. Except they don't look like creations of nature anymore. Maybe that's why Dr. Gorski, not to mention the Alliance. Well, if we're looking for something on this planet, this could be it. These structures form entire multi-story complexes. Щель. They look like a city. Are you saying that... No, no. There's no point in jumping to conclusions yet. Флаг стоит. Dr. Gorski set up the flags. Sir, he kept going, despite the lack of communication with the rest. А вот и You have to see передатчик. it with your own eyes, sir. This place. Gorski may have lost himself in his discovery. Are you joking, Doctor? Lost himself? Gorski?
He may not have respect for the unknown, but he has his feet firmly on the ground. I think he must have discovered something. And since he suffers from excessive ambition, he's capable of stupid acts in the name of a breakthrough. Well, I admit, that sounds more like him. You must trace his steps, Doctor. I'm working on it. Are you receiving a signal? What signal? From Dr. Gorski. No, none. Why are you asking? He tried to open up a connection, set up a transmitter. There's nothing on the comms, but I'll check the record history. Please give me a moment. Мост. Проход. Что еще? Это мост, это проход. Все. Больше же тут ничего нет. Я все увидел или нет? Нет, не все, ребятки. Вот туда еще надо поглядеть. А это что такое? Выступ? I have a feeling we're in the dark. We have to find a way. Agreed. You should move on. That's not quite what I meant. But yeah, I probably should. Left or right? Я не вижу, что ли, из-за того, что неправильно стою. Перекрытый проход, пропасть. Высота. The height of the entire complex is over 100 meters, even 150. And all made of this metal. To a significant degree. If something were to live here, Yes? it would have to be very small, like insects. On the other hand, there's no flora around to support such organisms. Так, ну я вроде все осмотрел. Надеюсь. Так, мне вот в эту щель надо. Да, ребятки, мне в эту щель. All right, I'll squeeze through the passage. Здесь мост. 2 more hours. Huh? That's all Gorski has left of oxygen, at best. And at worst? He's just finishing it up. Though it all depends on his activity. If I remember correctly, there is a risk of methane poisoning. That's right. According to Dr. Krauter, negative symptoms can appear after an hour. Maybe after a few hours. You think you'll find Gorski by then? Let's hope so. 2 часа у меня есть. These constructions don't have a clear division into functions. They're huge, complicated, and uniform at the same time. Do you have any idea where all this could have come from? I'm aware without tests you откуда я can't do знаю? much. But let's say on first inspection. If metamorphism and other natural factors are to be excluded, there is only one conclusion. Someone or something must have put them here. But who? The Alliance? Because you don't need to say... Oh, I do. I suspect the surface of Regis 3 was once inhabited. I can't tell if any of this could be part of a machine.
Really wish we found Gorski already. Кто-то это все построил. How's the terrain? Those structures, are they still everywhere? Yep. Wherever I look, there's metal. Ah, I see the probe. Has it found anything? It's not making any measurements at the moment. Oh, why? The overload protection is activated. Until I do a reset, it's on manual control. Hmm. Oh, is it because of my flight? It's possible, but please don't worry about it. What matters is that you're fine. Wouldn't it be better if I helped you? I can close it manually after all. I'd need some directions first. I had to bring it to you. No problem, I'm on it. First, let's find a place where I can land it. Otherwise, you won't be able to help me, Doctor. Куда я его могу посадить? There. I found the right place. All right, then. I'm waiting for instructions. Let's see. Мне не видно, ребятки. Five meters forward. Блин, в обратную сторону. No. Pull back. Doctor. It's not as easy as it looks. Где у него вперед? Да я не знаю, ребят, где у 10 него meters вперед. forward. Повернуть налево надо. Turn 15 degrees to the right. Вправо. And 5 meters forward. 2 more meters to the right. Uh, 2 meters forward. Land. Ремонтировать будем. Ну, дружок, ты меня спас. Теперь я тебя спасу. Не работает? Oh, don't be angry. It's not anger, it's a warning sign. I know. You're welcome, B. Все, что ли, починился? Крышку только ну, туда вдавил и все. Ну что, все, теперь работает? Да, ребятки, все вроде работает. Дальше идем. Панду. It's a bit like Pando. I have no idea what you're talking about, Doctor. A colony of populous tremoloids. American aspen. The new trees grow not from seeds, but from root suckers of old trees. As a result, it's one giant organism, thousands of years old. So you're in a dead metal forest. Huh, that does sound bizarre. So maybe. Doctor, something has been recorded after all. But there are plenty of errors in the transmission header. It's hard to say whether this is a message from Gorski. Well, what's that? Play it. Maybe we'll finally find out what's going on with the doctor. Let's hope so. Gorski, the rain!
This is Gorski. Ready to come in? No doubt. It's him. Well, let's keep listening. But as soon as you report anything, Doctor, I'll stop the recording. Bugger. No confirmation again. Report. Геометрические конструкции. Altogether similar to a giant integrated circuit. A million swarm of tangled chaos. Not a trace of electric currents, polarity, not from residual magnetism. Maybe once upon a time, centuries ago, petawatts or exawatts of power flowed this way. To compare with something, it's probably a machine. Some kind of information collective structure. Maybe it was some kind of electronic brain. Электронный мозг. It makes me think of the Lyrians. A race of extinct sentient beings. Вымершая раса разумных существ. They knew about light astronation before we invented the wheel. They had to save themselves from the explosion of Nova. They sent ships. The remains of those ships have been crashed to a chip glued together. I've seen the hypothetical humans. The structures here remind me of those. Okay, moving on. Readings. Well, that's it. What follows is just a humming noise. Any thoughts, Doctor? So far it all leads to one conclusion. This is not a place for a man, nor for any humanoids. Then who is it for? Maybe it's really an alien technology. Лиряне. Those Lyrans. As far as I know, all information about the Lyrans civilization is just guesswork. Many consider Lyrans to be just a myth, so I wouldn't take it too seriously. Well, I think there might be something to it. Вынужден остановиться, ребят, чтобы послушать, прочитать. Они постоянно болтают. Брошенные вещи. Мне надо туда как-то попасть. Около флага брошенные вещи. Вот здесь спрыгну. Так а как? Что? Все, просто брошенные вещи? Не присесть, ничего? I can see the relay up close. Looks broken. Может починить? This is starting to look like a deliberate diversion to me. You may be right. The question is, who's behind all these disruptive activities? That I don't know, sir. Ремонтировать не будем, а хотя зачем? Данные Горски переданы. А почему с вещами я не могу взаимодействовать? Брошенные вещи. Но они нифига не тыкаются. Или это мне не надо их тыкать? Так, ну мне вот, наверное, вот туда надо идти. Я сейчас вот этот вот закуточек проверю. Хотя, знаете, здесь тоже я могу идти. No. No point in going back this way. Ага, да, она говорит, что не туда. Понял. Так, на что с брошенными вещами взаимодействия нет? Тыкаю. Нет, ребятки, ничего не тыкается. Брошенные вещи. Хотя, как-то это все странно. Так, если я возьму эту. Это не помогает. Это тоже не помогает. Я не знаю, брошенные вещи. Ну ладно, дальше пойду. Что, они не берутся? Я тыкаю. Ничего не происходит. Может, это мне надо этим осматривать, как он? When you admire a beautiful view, an hour seems like a minute.
But a minute on a hot stove will seem longer than an hour. Does Regis 3 feel like a hot stove? Sometimes. Нет, ребятки, ничего с брошенными вещами я сделать не могу. Идем дальше. Так, направо, налево. Куда? Здесь высоко. Вот здесь можно. Отпечатки ладоней. А, ну это он тут спрыгнул. Он спрыгнул тут. Ну почему сорвался-то? Просто тут спрыгнул он и на четвереньки приземлился. Не заметил вот этого приступка, раз спрыгнул и все, и вот его детектор. Только почему он его не подобрал? Так, направо ход, налево ход, куда? Зонд там. Не знаю, ребят, давайте тут зонд. Тут лабиринт. Направо ход. Вообще-то он мне как бы дорогу показывает, да? Пойдемте за ним. Оборудование. I found something. Again. I'm listening. I suspect Gorski might have damaged his suit. If the tear doesn't exceed 20 millimeters, the reactive polymer layers will self-seal. That's true. Будем спускаться. Nevertheless, it looks worse and worse. I found more of his gear. Back in the camp, you reported Marit's abandoned things. A backpack and a journal, yes. This scene looks disturbingly similar. Там направо был ход, мне, наверное, спускаться надо. А тут я иду прямо. Слушайте, тут можно много куда идти. Или пойдем спустимся, я не знаю. К вещам спустимся. Видимо, несколько путей есть. А, нет, мы тут к вещам не спустимся, здесь тупик. Ну, за зондом надо идти. Он дорогу мне показывает. Ой! Ой! А чё так неаккуратно ты ходишь? Ясно. On purpose? Not really. Надо же аккуратно ходить. Куда? Куда идти? Пойму, вот сюда. Правильно я иду туда, вот в дырку? Или вот сюда? Нет, здесь не залезть. Наверное, вот туда, в дырку. Да, зонд же тут. В поисках доктора Горского. I heard that the difference between past, present and future is nothing but a persistent illusion. That's a quote, right? Yeah. Это мне вот туда? Да, мне туда. А как я тут? Зонд-то пролетел, а я-то тут не пролечу. Finally, I have his position. A visual? Not yet. Найдите доктора Горского. Да, мне кажется, его в живых уже нет. Gorski, are you here? It's me, Ясна. Still nothing? Yeah. Хотя, может, и живой. Кислород-то есть.
Рюкзак. I found his backpack. You know what that means, sir? Yes, he's without oxygen. Без кислорода. We must hurry. А вон он лежит. Oh, there he is. I see him. He's lying in a sinkhole. Doctor, answer me, please. Так он без кислорода. Куда? Кого? Ответь. Он мертвый. Че думаешь, он живой? Уровень кислорода. А чё, почему нельзя было? The tank is empty. It doesn't matter now, Ясна. Так Let's он focus on the мертвый. doctor. Ну как, без кислорода она думает, что он там живой будет, что ли? Almost there. Вот он. Got him. He's not moving. Скафандр открыт. Конечно, мертвый. Чё, без кислорода же. Дыхание есть. Странно. Откуда? Gorski! Gorski! Look at me! Он дышит этим воздухом. His eyes are closed. Если это можно назвать воздухом. He's alive, but barely. Живой. Did he react in any way? Странно. No reaction. He seems unconscious. Gorski! Come on! Calm down, doctor. Get him out of there. Так ему надо кислород The crowd's подать. already looking for a landing site. Okay. Let me just... А как я ему кислород-то подам? Putting him out. Done. Не, вообще, это все странно. Он бы без кислорода погиб. I activated his SOS. You should pick up a transmission with his parameters, sir. Well? No, nothing. The transmitter in the suit must be too weak. Should I retrieve his booster from the backpack? No point. Better to set up a relay. We have to do it anyway so that Hopper can land in this maze. Have a preliminary scan of your surroundings. There's an open area nearby. You have to move Gorski there. The bro will guide you. Кислород, But he's конечно. not stable. I must share my oxygen with him, Astragator. You'd need a spare for that. The protocol doesn't provide for connecting two suits at the same time. In that case, I'll give him my tank. Negative. I won't allow it, Yassna. If you faint, the doctor won't carry you. The membrane looks intact. What did you say? I didn't hear. Hold on, Gorski. I still can't hear you, Doctor. Please repeat. Don't be angry, sir. But But what? Please go ahead. after careful consideration, I gave Gorski my tank. We still don't know when you'll send the lander, so I can't leave him without oxygen. Doctor, I explicitly told you not to... Never mind. Let's hope Artie can finish the job if you're both unconscious. Я ему дал кислород. Спасать так спасать. А что толку без кислорода нести труп? Ну, самопожертвование доктора Ясна, ребят. Я решил рискнуть. Потом бы совесть замучила, если бы я его не донес. А так я сделал все, что смог. Да, Ясне будет сейчас плохо, потому что кислородом она поделилась. Sort of. Yes. Once you set up the transmitter, I should start. Настройте передатчик. Куда его?
Где место? Куда втыкать? Вот хорошая площадка. Куда втыкать? Блин, подсказку дайте. Куда его? А, вот. Сейчас улетим вдвоем, все нормально. Хотя, может, под конец Ясно потеряет сознание. Но я думаю, все будет хорошо. Что там опять?